Сегодня поговорим немножко о стрельцах. Тоже, опять же, стихия огня. Планета, которая им сопутствует, это у нас Меркурий. Как вижу их я? Сильные, но интересные личности. Действительно сильные личности. То есть могут двигаться вперед, и их достаточно часто у меня показывают, когда я их просматриваю на прогнозах, их показывают, знаете, вот людьми, сидящими на шестиногих лошадях, да, то есть которые скачут все время вперед, куда-то рвутся, что-то делают, двигаются, но если они останавливаются, раскачать их невозможно. То есть пока, опять же, они не созреют и не начнут двигаться вперед. Почему я задеваю всегда именно какую-то планету, да, то есть связано это? Ну, я не астролог, я об этом уже говорила. Но понимаете, если я вот смотрю на стрельцов и сравниваю с Меркурием, чем здесь интересно? Планета небольшая, но ее видно только какой-то кусочек. То есть стрелец никогда не покажет себя полностью, не покажет весь свой внутренний мир. Он делает это очень-очень осторожно и только личностям, которые приближенные к нему. Он никогда не пойдет сразу на контакт. Они интересные, они открытые, но они будут вас изучать. Медленно, постепенно. Им надо будет много времени на это, чтобы действительно довериться. И мне их всегда показывают людей, у которых, знаете, скажем, внутри такой лом. Не просто пружина, а действительно лом. Их не согнуть. Они не любят власть как таковую, то есть именно чтобы кем-то пользоваться. Они как будто все время доказывают себе, что они могут этого достичь. Что они могут подняться на высоты. И именно, опять же, повторюсь, доказывают это себе, не кому-то. Они не будут обращать внимание на людей, которые, ну, скажем так, недостойны их. Они сами измеряют, кто достоин, кто недостоин. Это у них есть, то есть вот такой вот. Но они могут сравнивать. Сравнивать с кем-то. Почему они не будут ковыряться там, почему у них так не получается, или почему у другого лучше, чем у меня, да, вот это вот. Но все равно так будут посматривать, то есть куда люди какие-то двигаются. Вот это у них не отнять. Опять же, повторюсь, достаточно сильный, и с ними непросто. И вот теперь представьте, да, люди, которые умеют скрывать свое внутреннее «я», не распускают сопли по каждому пустяку. То есть они будут держать это в себе. И расскажут вот это сокровенное только очень-очень близким, проверенным людям. Только тогда. Но опять, человек, который сидит на лошади, шестиногой, он вас может просто затоптать. И он даже не заметит этого. Он вас растопчет. Если вы что-то делаете не так, либо не по его вот какому-то хотению. Еще они могут уходить в себя. И вытащить их оттуда не так просто. То есть пока они сами не созреют, пока они не переработают все в себе внутри, они просто так оттуда не уйдут. Они будут там находиться. Еще что могу я о них сказать? Как мне их показывают? Я уже повторялась, да, что видение у меня именно такое, какое вот... Как мне показывают, так я и рассказываю об этом. Они где-то принижают себя, у них тоже это есть. То есть им иногда кажется, что они что-то недостойны. Да это самая, наверное, большая ошибка с их стороны, потому что стрельцы очень сильные. Они действительно могут достигать огромных успехов, но сами иногда тормозят. Вот это я честно скажу. Достаточно умные, достаточно интересные. Стрельцы в обычности очень красивые, даже по сложению, по физическому сложению, по лицу. И у них есть свет, внутренний свет, который притягивает к себе. То есть вот из толпы всегда можно увидеть стрельца. Где он проходит мимо, то есть его вот просто увидишь. Потому что у них вот этот внутренний свет, он не сжигает, как у львов, например, да, то есть, а он, наоборот, просто вот как излучает. И если проходит стрелец, то обязательно обернешься. Ну, по крайней мере, я оборачиваюсь всегда. Знания, которые они в себе несут, это знания, наверное, вековые. Они уже рожденные мудрецы, они приходят в этот мир с мудростью. Они приходят как учителя, чтобы вот дать какую-то информацию людям, которые родились.
то есть по другим знакам. Очень много известных людей. Да, в каждом знаке есть известные люди, но вот именно таких людей, которые с глубокими, опять же, знаниями, то есть очень много среди стрельцов. Что еще я о них могу сказать? Они мне напоминают, как ни странно, знаете, еще китайскую розу. Вот именно если мы берем, как не женщин, вот сейчас вот я, кстати, коснусь, а вот мужчины, стрельцы напоминают мне китайскую розу. Вроде бы и экзотичная, но при этом непривередливая. У женщин немножко по-другому, а женщины для меня как фиалки. Простые, но красивые. Они никогда не будут кичиться своей вот этой красотой, да, но они знают, что они красивые. Вот это так мне их показывают. Сказать что-то еще о них, то есть можно говорить, конечно, много и долго. Наверное, этого достаточно. И опять повторюсь, я рассказываю свое видение, как мне показывают каждый знак. Так, до встречи на следующем знаке. Счастливо!